Эта история звучит как фантастика, но в ней есть нечто пугающе реальное. Дорогие зрители, то, что вы сейчас услышите, звучит как вымысел, но в этом есть правда. Досмотрите до конца. Приятного просмотра. В конце прошлого века один обеспеченный и одержимый идеей безопасности инженер по имени Ричард Холден жил со своей женой Элизабет на окраине небольшого американского города. Он был человеком, который не просто верил в катастрофу, он ее ждал, изучал, просчитывал, готовился к ней годами. Его дом внешне ничем не отличался от других, но под ним скрывался настоящий подземный комплекс. Бункер, оснащенный всем необходимым для выживания на десятилетия: фильтры воздуха, запасы еды, вода, книги, техника. Все было рассчитано до мелочей, и однажды произошло то, чего он ждал всю жизнь. Мощный удар сотряс землю, стекла задрожали, раздался гул, похожий на взрыв. На самом деле это был упавший неподалеку самолет, но Ричард даже не стал проверять. Для него это был сигнал начала конца. Он схватил Элизабет, которая уже была на позднем сроке беременности, и они спустились вниз, герметично закрыв за собой дверь. В тот момент их старая жизнь закончилась, а новая началась под землей. Время там текло иначе. Дни превращались в недели, недели в годы. У них родился сын, Даниэль, который никогда не видел неба. Для него весь мир ограничивался стенами бункера и рассказами родителей о том, каким он был раньше. Ричард воспитывал его строго, но с заботой, обучал наукам, манерам, даже танцам и этикету, как будто готовил к встрече с обществом, которого, как он считал, уже не существует. Даниэль рос умным, но наивным. Он представлял себе мир наверху как нечто одновременно прекрасное и опасное. Иногда он задавал вопросы, на которые родители не могли дать честный ответ, потому что сами уже начинали сомневаться. Годы шли, запасы медленно уменьшались, техника старела. И однажды Ричард впервые допустил мысль: возможно, война так и не началась. Возможно, все это было ошибкой, но признать это значило разрушить все, во что он верил. И тогда он принял самое сложное решение в своей жизни — отправить сына наверх. Даниэль поднялся по лестнице, которую видел только на чертежах. Его сердце билось так сильно, что казалось, его услышит весь мир. Когда дверь открылась, его ослепил свет, настоящий, живой, солнечный свет, которого он никогда не видел. Он сделал первый шаг и оказался в мире, который не разрушился, а изменился. Машины, люди, шум, цвета — все было слишком ярким, слишком быстрым, слишком настоящим. Он не понимал, как переходить дорогу, как разговаривать с людьми, как покупать еду. Каждое действие превращалось в испытание. Люди смотрели на него как на странного. Кто-то смеялся, кто-то избегал, но были и те, кто видел в нем нечто другое — чистоту, искренность, которую давно потеряли. И однажды он встретил девушку по имени София. Сначала она подумала, что он просто чудак или обманщик, но чем больше она с ним общалась, тем больше понимала: он не притворяется. Он действительно не знает этого мира, и именно это делало его настоящим. Со временем она стала его проводником, учила его простым вещам: как жить, как доверять, как чувствовать себя частью общества, но самое сложное было впереди. Сказать родителям правду, Даниэль вернулся в бункер и рассказал, что мир не погиб, что все это время они жили в страхе, который оказался ошибкой. Ричард долго молчал. В его глазах рушился целый мир, построенный на убеждениях, но в конце он понял главное: иногда страх может запереть человека сильнее любой двери. И тогда семья впервые за десятки лет вышла наружу, чтобы начать жизнь заново, потому что иногда, чтобы увидеть настоящий мир, нужно сначала потерять его, а потом найти заново. А как ты думаешь,
Смог бы ты прожить десятки лет в изоляции? Напиши в комментариях. И подпишись, впереди еще более сильные истории